Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся и снимаем видео на балконе. Балкон у нас очень маленький, я вам уже показывала его, но я его называю даже не балкон, а мой любимый зимний сад. Хотя сейчас уже весна, наверное, уже весенний сад, потом будет летний и так по кругу целый год. Эти растения никогда не убираются с балкона, потому что их и невозможно убрать. Здесь у меня помимо фаленопсисов 2 стеллажа, мы вам их покажем отдельно, находятся хвои. Вот сейчас вам муж показывает хвою карнозу, которая плетется по всему потолку. Но не только карноза здесь находится. Хвоя белла, хвоя, даже не знаю, как их название. Ну, в общем-то, вот такой заплетенный балкон и зимой, и летом. И помните, я вам рассказывала, у меня хвоя карноза никогда не цвела. Но в позапрошлом году зимой, когда я поливала свои фаленопсисы аминосилом, я то, что сливала из горшков орхидей, поливала хвою. И, о счастье, она у меня зацвела и цветет 2-й год. Весной начинается ее цветение. Вот там наверху уже есть зонтики цветения карнозы. И в старом цветоносе карнозы сейчас появляются маленькие бутончики. Она же не сбрасывает свои цветовые вот эти веточки, цветоносики. Она цветы сбрасывает, а веточку оставляет. И на этой старой веточке опять появляются бутоны. И вот сейчас начала цвести карноза. Вот эта хвоя, не помню, к сожалению, ее название, она цвела круглый год. Вот такие у нее маленькие цветочки, цветут всего 5 дней. И у этой хвои тоже, вот он цветонос, здесь образуется такой зонтик цветов. Сейчас вам покажу. Вот они отпадают, эти цветочки. Ну, ой, ну вот бывает. И, кстати, вот тоже сбросила цветонос. Бывает, сбрасывает цветонос, вот цветонос есть, и опять появляются бутончики, и так все время. Я продолжаю удобрять хвои аминосилом, но у меня появился еще один аминосил для растений. Не для орхидей, а для растений. И вот такие тонкие листья, на карнозе это бесполезно, это же называется восковой плющ, ну, старое его название. А вот такие листики на хвое белли. Она, кстати, тоже цветет. Сейчас я перейду. Вот ее один цветочек. Она начала цвести в январе. И продолжает цвести и расти. И еще много-много веточек с бутончиками, которые скоро распустятся. Но Белла сбрасывает вот этот цветоносик вместе с веточкой маленькой, на которой был этот цветоносик, и выпускает вот все новые и новые бутончики практически на каждой веточке, вот эти маленькие бутончики. И я взяла этот аминосил для растений и удобряю их по листу. То есть вот так опрыскиваю листья. Для фаленопсисов бесполезно удобрять по листу. А все растения другие, которые у вас листовые есть в доме, очень хорошо удобрять по листу. Особенно зимой. На всех удобрениях написано, что с ноября по февраль не удобряйте, но чтобы поддержать растения, можно вот такими витаминами удобрять по листу. И, конечно, мои хвои на это очень хорошо отзываются. И еще, вы меня всегда спрашиваете, где же наша ваниль? Вот она. Она тоже зимовала здесь.
И сейчас мы поменяемся местами с тобой, и ты покажешь, что творит ваниль. Я ее то ломала, то еще что-то было. Ну, в общем, вот там она все заплела. Уже очень тяжелые, толстые ветки. И я не выдержала и пустила ее тоже вверх в потолок. И вон что она творит. Ее буквально каждый день нужно направлять. И я думаю, что я ее направлю навстречу карнозе. Пусть растут, изобретем какие-нибудь держатели веревки, и пусть растет в эту сторону. И когда они переплетутся, я не знаю, что это будет. Но это очень красиво. И вот она, когда тянется к свету, посмотрите, какие красивые огромные листья у нее. Но уж стволы вообще потрясающие. Здесь они тоненькие, вот начало само тоненькое, вот смотрите, тоненькие, а там буквально в сантиметр. Ну вот так, сделаем опору и будут цвести. А фаленопсисы, которые находятся здесь, я, конечно, удобряю жидким аминосилом. И сейчас вам муж покажет, что у нас здесь цветет. Вот там вдали равелла. Некоторые орхидеи начинают отцветать и даже уже отцвели. Другие только выпускают цветонос. Вон там наверху еще цветонос тянется. Что-то зацветает. Обещали вам показать орхидею Diamond. Бабочку. Но она еще не распустила все свои бутоны. Вот это Лас-Вегас. И если вам кажется, что на орхидеях нет никаких бутонов, вот там есть веточка, вот веточка. Начал свое цветение калейдоскоп. Бабочка. Ну, бабочка, калейдоскоп, бабочка, да. И внизу распускает цветы. По-моему, неоконченная история или нерассказанная история. Большой цветонос с веткой. Это просто белая орхидейка без названия. Может быть, конечно, это и кристальный водопад. Но сейчас он даже не белый. Видите, под этим светом он розовый. Леопард, бабочка леопард, вот эта бабочка, вот цветок бабочкой. И два мутанта с двумя губами разными. То есть два своих лепестка превратил в две разных губы. Одна стандартная, другая губа биглипа. Таких два цветка. Это Согатрис. И, ой, по-моему, это Дебора. И пойдемте на другую сторону. Здесь у меня почти все мини-орхидеи, за исключением Тоши. Вот под этим цветком есть 3 бутона, они будут распускаться, это ветка. Но как-то он загнулся, так цветонос загнулся немножко, потому что он длинный, а все-таки даже цветы тянутся к свету. Нужно поправить немножко, сделать вот так. Ой, почему такой запах? Этот запах, почувствовал, это анаконда так пахнет. Очень, кстати, приятно. Мне такие восковые и даже кажутся бархатными цветы. Так, это у нас мастерпис. Что-то мы снизу перескочили наверх.
Equestris Grass. Когда цвел в комнате, был более светлый, а здесь много розового. Это крэмбери чача. Но она уже отцветает, потому что цветет очень давно. А вот это морелла. А там что-то у меня на 2 цветоноса. Банана-шоколад, по-моему. Тоже мини-орхидея. Но там нет еще бутончиков. Так, ну вернемся вниз. Я не знаю название, это пилорик. Ну и красавица анаконда. Так, вот это 2 ветки. Это Sunset Love. Она тоже ароматная, но с анакондой не сравнить ничего. Это 2 ветки. Ой, по-моему, Golden Sand. Тоже пилорик, вот они 2 ветки. Тоже ароматный. Эту малышку я не знаю название, но очень упругие, жесткие лепестки. Яркий оранжевый цвет. Но совсем крохотный. И Зора. Кстати, Зора тоже ароматный. Но анаконда перебивает все. И вот особенность еще орхидеи фиолетовой королевы. Смотрите, какой длинный был цветонос. Вот они, бутоны. Но она от середины сбрасывает, отцветает и распускает новый. Ну, цветет тоже довольно долго. Но полного распуска у меня ни разу не было, чтобы весь цветонос распустился и хотя бы какое-то время постоял с раскрытыми цветами. Так, ну а там наверху, там, ну если туда попадешь, мне вот тот цветок очень нравится. Наверху покажем еще. Вот там в самом краю стоит пилорик, маленькая орхидея. Мне очень нравится. Полосатая орхидея, мини-орхидея, это Лола. Бабочку желтую я показывала, названия, к сожалению, нет. Здесь кажется, что 2 одинаковые орхидеи. Да, они по расцветке одинаковые. Вот одна, вот вторая. Но одна бабочка, а другая пилор. Ой, видите, уже отцветают. Еще одна орхидейка. Две ветки у орхидеи Ювион. Здесь все цветы окрашены по-разному. Нет 2 одинаковых. И красотка-бабочка. Вот эта бабочка умеет, не сбрасывая цветы, наращивать бутоны и распускать их. Еще один бутон не распущен. Вот он. Вот такой оазис, маленький, у нас на балконе. Но хоть он и маленький, он мне очень нравится. Зимой и летом можно сюда выйти, увидеть цветение или орхидей, или хой, почувствовать аромат или от орхидеи, или от хвои. Кстати, вот эта хвоя очень сильно пахнет. Ну а когда распустится карноза, вечером будет невероятный аромат. Но хвои потому и не держат в комнатах и спальнях, потому что очень сильный аромат. От карноза, когда у нее распущено 5-7 зонтиков, просто дышать нечем, поэтому здесь можно открыть балкон и сделать такой нежный аромат. Вот такой у нас есть маленький.
балкон. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.